Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение», и так помчались. Когда Путин затеял очередную возню по изменению Конституции, он не подозревал, что планы по укоренению у власти до финала жизненного пути будут перепаханы обстоятельствами, которые не отдубасишь дубинами, не отравишь новичком и не запугаешь трубами, набитыми ядерным взрывчатым веществом. Ситуация, которая складывалась в преддверии изменений в Конституцию на протяжении последних нескольких лет, и без того не очень радовала Путина и его сподручных на фоне тех проблем, которые на них сыпались как из рога изобилия. Это систематическое продление санкций, сирийский капкан, вытягивающий последние ресурсы, страдающие от стагнации страны, Донбасс, Луганск, Абхазия, Северная Осетия, Крым, который на данном этапе представляет из себя финансовую черную дыру, ливийский груз на шее, Африка, где никакой прибыли, а только убытки, Венесуэла, куда вбухиваются последние деньги для поддержки наркокартеля головореза Мадуро. К этому стоит добавить, что СССР хватило только одного Афганистана, чтобы закончить свое существование и стать полностью обескровленной в финансовом плане страной. Также низкие цены на газ, нефть, отсутствие спроса на российские ископаемые ресурсы, падение жизненного уровня россиян и многое другое. Все эти факторы не добавляли оптимизма на продление полномочий, но и отступать было некуда, так как, исходя из вышеперечисленного, наворотили такого, что за десятилетия не разгрести. Поэтому пребывание у власти и дальше – мера больше вынужденная, чем необходимая. Делать морду при плохой игре – это необходимость, к которой прибегают все диктаторы и изгои этого мира, и Путин здесь не исключение. Поэтому многим и показалось, что он обыгрывает обнуление с маниакальным пристрастием. Это абсолютное заблуждение, так как если сейчас устроить в стране по-настоящему свободные и конкурентные выборы с регистрацией всех кандидатов, которым есть что предложить обществу, отвести на это мероприятие достаточно время, чтобы каждый кандидат успел донести свою позицию. Также законом утвердить процедуру предвыборных дебатов, в которых оговорить, что отказ от участия в них автоматически снимает кандидата с гонки, мы можем себе представить, где в рейтинге лидеров гонки был бы Путин, который, когда с ним спорят, двух слов связать не может. Именно по этой причине ни в одних дебатах он участия не принимал. Но и это не главное. Главное состоит в том, что победивший на выборах кандидат, выйдя к народу со своим обращением, в первую очередь сказал бы примерно следующее. Казна абсолютно пуста, золотой запас распродан, долгов набрано, за 100 лет не выплатить. Вот основная причина такого маниакального цепляния за власть Путиным и его подельников. Коронавирус, который стал для Путина очень неприятной загвоздкой во всей истории с обнулением, по сути нес в себе не прямую проблему здоровья нации, а угрозу, связанную с тем, что затягивалось принятие поправок и закрепление их парадом не его победы. А главная опасность заключалась в паузе, которая позволит гражданам многое осмыслить и задаться множеством вопросов по поводу устройства страны Путина за 20 лет сидения у власти и задуматься над тем, почему жизнь становится все хуже, а доходы все ниже. Именно это обстоятельство и вызвало такую нервозность у Путина, связанную с появлением COVID-19 в России. По поводу обнуления, которое состоялось благодаря черному голосованию, можно сказать с уверенностью только одно. Путин в 2024 году, скорее всего, баллотироваться не будет, а вместо себя назначит преемника, который, отсидев 2 срока на посту, должен будет изменить Конституцию, убрав оттуда ограничения по срокам и снизить пороговый возраст для участия в президентских выборах. Сделано будет это под то, чтобы в 2034 году 25-летний сын Путина Дима мог зайти на российский престол, став новым царем после 100 с небольшим летнего перерыва, а граждане России так и не узнали, как Путин с бандой их обанкротил. Про сына Диму на царство у меня есть отдельный ролик. Теперь, что касается того, что ждет Россию дальше, после этого сфальсифицированного обнуления. Кризис, связанный с тем, что Путин остается у власти, будет только нарастать, так как весь мир тошнит только от одного его вида. Санкции будут продлеваться, а новые систематически вводиться. Изоляция России будет возрастать, а в странах, чьими донорами мы являемся, будут постоянно происходить разного рода события, которые будут требовать от нас все большее количество ресурсов для их поддержки. Российский бизнес за рубежом будет постоянно испытывать давление, что многих вынудит за бесценок избавляться от нерентабельных хозяйств. Экономика России в таких условиях будет неминуемо сокращаться, что потянет за собой безработицу, падение уровня доходов и жизни. Поэтому, по мнению многих финансовых экспертов,
Экономические перспективы в сложившихся условиях весьма неутешительны. Теперь что сделано Владимиром Путиным за 20 лет пребывания у власти? Уничтожена демократия и свобода слова. Низложены независимые СМИ, а на их месте создан аппарат пропаганды. Захват всей экономики страны и распределение ее в 3 руках с животной верностью людей. Это Чемезов, вся промышленность с подавляющим трудовым ресурсом, которые участвуют по указке в митингах за Путина и также голосуют. Сечин, нефтяная энергетика, также с огромным количеством трудящихся. Миллер, газовая индустрия, у которой также огромный штат трудящихся. Добавьте сюда армию, полицию и бюрократию, и ни о какой сменяемости можете не беспокоиться, беспроигрышная лотерея. Ободранный малый бизнес, над которым кроме извращений не было ничего другого. Полное отсутствие социальной сферы, а вместо этого негласно пропагандируется только один лозунг – «Доработай и сдохни». Уничтожение политических конкурентов, оппозиционных журналистов, отравление людей за рубежом, зачистка политического поля внутри страны. Развязывание разрушительных для экономики войн, поддержка токсичных режимов, спонсирование сомнительных личностей, участвующих в конфликтах с другими государствами и многое другое, что продолжает методично добивать российский народ и Россию в целом. Вот небольшой очерк того, что натворил Путин со своей группой шулеров и воров за 20 с небольшим лет сидения у власти нашей страны. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, власть должна сменяться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!